Конечно же, ты можешь учить язык 5 лет и мучиться с огромным количеством учебников, но для меня это не подходит, тут уж извините. Есть языки, которые русскоговорящие начинают понимать почти сразу. И нет, ты не угадал, это не белорусский и не украинский. В течение ближайших 10 минут ты узнаешь, какой язык для тебя является легким стартом. А еще ты узнаешь, сколько реально нужно часов для понимания и какие истории скрыты за каждым из этих языков. Польский — это русский, который взял отпуск в Латинской Европе. Dzień dobry, przepraszam, takie pytanie. Dlaczego pan tak krzyczy? Że ja co? Падежи на месте, структура предложений достаточно привычная, но вот произношение, да. W ogóle pogody nie ma. Nie wiem, co robić dalej. Czekać chyba. W Afryce wody nie ma, w susza, a tu patrz. Tropik. Jak w tropiku. No nie tak miało być. Время до понимания 400-500 часов до уровня B1. Вот как вы думаете, сколько процентов польских слов будут понятны русскоговорящему по умолчанию? 10%, 30% или 50%? Я уже даю вам правильный ответ. Около 30% лексики вы будете понимать просто. Но попробуйте договориться о налогах и поймете, что все далеко не так. В 16 веке в Сейме Речи Посполитой депутаты говорили параллельно. Кто-то на польском, кто-то на старорусском, и все друг друга прекрасно понимали. Полная билингвальная демократия без переводчиков. И это совсем не удивительно, ведь если копнуть глубже в историю, тогдашний мир требовал не только ума, но и владения несколькими культурами сразу. Речь Посполитая была двунациональной сверхдержавой, в которой политика, земля, армия и деньги были разделены между поляками и русинами, то есть белорусами и украинцами. А если ты не мог говорить на обоих языках, ты был бесполезной мебелью в парламенте. Если не владеешь двумя языками, проигрываешь в деньгах и власти. Культура двуязычия на тот момент стоила дороже знатного происхождения. Wy kłamiecie, proszę to skasować, was tu nie potrzeba. My nie potrzebujemy was tu, żebyście kłamali. В Trzebrzeszczynie rząd brzmi в Чечине. И да, это реально польская скороговорка о жуке и камышах, и, как видите, у меня тоже с первого раза не получилось. Кстати, не сказал бы, что это самое сложное. Есть еще, например, Grzegorz Brzęczyszkiewicz. Такая вот достаточно сложная фамилия у человека. Grzegorz Brzęczyszkiewicz. Brzęczyszkiewicz. Grzegorz. Польский шершавый, местами сложный, но родной. А теперь представьте тот же родной славянский дух, только без вечных падежных лабиринтов. Болгарский язык. Болгарский — это славянский язык на минималках. Падежи почти исчезли, глаголы стали проще, и при этом старославянские корни звучат в каждом втором слове. Здравейте! Здравейте. А вие откъде звъните и как се казвате? Иван от София. Иване, какво работите? Механик. Слушаешь и чувствуешь, я где-то уже это слышал. Время до понимания составляет около 300-400 часов до уровня B1. Как на болгарском будет слово «враг»? Друг, брат или враг? Друг — это враг. В IX веке болгары создали азбуку – кириллицу. Изначально все задумывалось для достаточно простой задачи, чтобы крестьянин понимал слова в храме. Но за этой задачей стояла настоящая революция. Революция культуры и письменности Восточной Европы. И, кстати, Болгария первой сделала грамотность массовой. Без нее славянская письменность выглядела бы совсем иначе. При кой спорт хората участват в тандем с едър, нечифтокопитен бозайник? Джудо. Конен спорт. Вдигане на тежести. Сумо. Тук верният отговор мисля, че е Д. Болгары упростили грамматику, а теперь язык, который оставил всю славянскую сложность, но сделал ее удивительно понятной. Сербский и хорватский язык. Сербский и хорватский – родные братья, но разделенные алфавитом. Если говоришь на русском, то понимаешь их практически без подготовки. Mi završili smo čas vojne obuke, a naš razrednik tek u pola ručka. A to je zato što je svaki ručak gospodina profesora gurmanska turneja po kafanama od Slavira. Время до понимания 350-450 часов до уровня B1. Вопрос к вам. Где пишут кириллицей? В Сербии или в Хорватии? Ну, конечно же, в Сербии. Кстати, даже после распада Югославии жители продолжали понимать друг друга без переводчиков, потому что суть языка как бы осталась общей, и за этим стоит один человек, который сделал язык народа простым, как дыхание. Очередная сербская легенда?
Вук Караджич собрал язык с улиц и деревень. Пиши, как слышишь, читай, как написано. Именно он дал Сербии один из самых логичных языков Европы. Из старославянской азбуки Караджич взял вот эти вот 24 буквы, при этом он добавил 6 новых букв и убрал 19 старых. Я приехал из Сербии, а не из 15 века. Сербский – это как родной брат с балканским характером. А теперь откроем мир, где римские легионы оставили свой след среди славянских гор. Румынский язык. Представьте себе, высоко в Карпатах, под звездным небом, пастух поет песню на языке римских легионеров. Император Троян завоевал Дакию, заселил ее ветеранами легионов и колонистами. И вся эта веселая римская тусовка принесла туда латинский язык. Местное население, то есть даки, фракийцы, начали говорить на смеси своей речи и вульгарной латыни. Когда Рим ушел, язык остался, и так как бы появился румынский. Время до понимания 500-600 часов до уровня B1. Вот как вы думаете, румынский напоминает больше французский или русский? Oameni buni, aici nu ne jucăm cu viețile oamenilor. Păi dar numai că eu am alte idei de jocuri pentru seara asta. De exemplu, flori, fete sau băieți, melodii sau cântăreți. Фонетика ближе к славянскому, хотя отдаленно французские нотки тоже проскакивают. Слово «дор» в румынском невозможно перевести дословно. Оно означает тоску, любовь и мечту одновременно. И именно такие чувства язык несет через века. И это вовсе не случайность. За этой речью стоит настоящая борьба за сохранение латинской основы в сердце славянского мира. И даже несмотря на века нашествий, язык римлян выжил в песнях карпатских пастухов. И румынский звучит как песня древних времен. А теперь вернемся домой к языку, где каждое слово старое и знакомое. Словацкий язык. Словацкий язык – это как теплый привет из другой славянской семьи. Jasno. Dobre, mohli by sme nafotiť sériu snímok, ktoré ukazujú lásku v jej tradičnej Na podobe. nečakaných miestach. Половину слов понимаешь абсолютно без перевода. Время до понимания составляет от 300 до 400 часов до уровня B1. Когда словацкий язык запретили в 19 веке, люди переписывали книги вручную, передавали их ночью, рискуя всем, чтобы сохранить свою культуру. И именно благодаря вот этим людям сегодня русскоязычные чувствуют словацкий почти как родной. Словацкий сохранил свою ясность, несмотря на века политических штормов. Все эти языки роднят нас с целым миром. Но есть один язык, который ломает привычную карту понимания. Добро пожаловать в Венгрию. Если вдруг вы думаете, что все эти языки, о которых я вам сегодня рассказал, не такие уж и легкие, давайте посмотрим на венгерский. Tudod, Alex, bármit is gondoltunk Clayton Morelről, most ő az áldozat. Венгерский — это прям космос без карты. Здесь слова будто с какой-нибудь другой планеты. Грамматика обгоняет фантазию, а вместо привычных предлогов 18 падежей. Чтобы русскоговорящему достичь уровня B1, потребуется около 1100 часов обучения. Это почти в 2 раза больше, чем вы потратите на французский или испанский. Исторически венгерский язык принесли в Европу кочевые племена с Востока, и до сих пор он звучит как «привет из далеких времен». Фразы здесь могут растягиваться на десятки букв. Например, вот это вот страшное слово переводится так: «За ваши действия, делающие вас неспособными быть оскверненными». Звучит как тост. Попробуйте повторить. Я даже пробовать не буду. Но все-таки среди этого хаоса иногда всплывают знакомые слова. Папир, каве, цукор. Если вы поняли 3 слова подряд, поздравляю, вы прям супергерой. 5 языков, 5 разных миров. Какой из них вы бы хотели освоить первым? Пишите в комментариях.